Ольга Хёрд, Вячеслав «Отличная живопись». Это вот опять о Виктории, о портрете, который писался на мастер-классе. А вы не считаете, что индивидуальность модели на портрете тоже важна? То есть подразумевается в вопросе подтекст, что ее нет. В этот раз модель похожа на ту, что с раскинутыми руками медитирует. Это же разные девушки, разные. Ну давайте просто посмотрим на этот портрет, на этот портрет. Что вы скажете? Ну, а потом художник, я так вижу, Оля, это некое впечатление. Художник пишет впечатление. Естественно, каждый пишет вообще всегда себя. И поэтому есть какой-то стиль, стилистика. Я действительно вижу и воспроизвожу. Ну, я полчаса всего писал этот портрет. Если бы я его писал, я не знаю, стояла задача такого сходства, понравится. Я писал просто образ, какое-то впечатление. Это фантазия на тему. Я призывал студентов не особенно привязываться к сходству, потому что это занимает много времени. Это, я не знаю, нужно... Ну, Серов месяц работал над девочкой с персиками, все персики позгнили, чтобы все это вот было точно. Ну, конечно, здесь есть преувеличение. И для того, чтобы было и похоже, и дизайнерски, ну, нужно просто больше времени. Нужно стирать, пробовать. А другая задача была на классе – показать некую свободу, найти живописный ход. И он подразумевает, что ты, ну вот как в шарже, ты отклоняешься, ты обостряешь, ты что-то изменяешь в портретируемом, да, ну вот шарж вы делаете, там же такие обострения, что куда-то все разносится. Здесь есть тоже некая стилизация. Ну, как у Модельяне, посмотрите. Посмотрите на портрет девушки, которую написал, и его работы. Это искусство, это немного другое, это впечатление. Ему кто-то из зрителей сказал, не похоже. Он сказал, через 100 лет будет похоже. Жеси Нок Арт. Очень интересные фиолетовые оттенки в работе. Ты используешь какие-то заводские для этого цвета или смешиваешь, например, краплак с ультрамарином. Я имела в виду утро в Гурзуфе, конечно же. Вообще фиолетовый кажется мне одним из самых сложных для передачи цветов наряду с желтым. Совершенно с тобой согласен, Жеся. И с фиолетовым, и с желтым напрямую, да, вот прямыми такими красками, нужно быть осторожным, стараться делать из них сложные смеси. Кстати, фиолетовый плюс желтое, да, и белила, естественно, дают очень, если много краски, очень интересное сочетание, можешь попробовать. Вроде бы противоположные цвета, но удивительный цвет получается. Фиолетовая краска у меня есть большой тюбик, такой дорогой, но очень слабо идет, потому что действительно я все время смешиваю. Смешивание красок мне доставляет какое-то большое удовольствие, потому что я вижу, какие вариации невероятные получаются из вроде бы понятных и нескольких цветов всего. Когда-то очень давно мне было трудно смешивать. Я думал, ну, блин, опять смешивать. Была бы готовая. Как, кстати, повелись на эту тему неаполитанские краски ведь сделали, чтобы человек вообще ни о чем не задумался. Цвет лица. Пожалуйте. Цвет какой-нибудь там желтой неожиданности. Будьте любезны. И художник перестает вообще думать, перестает в этом участвовать, потому что все готово, взял колера из баночек, насыпал, и все сделалось, и пейзаж готов. Нет, на самом деле самое интересное ждет тогда, когда ты полюбишь смешивать краски. Марина Урванцева. Ребята, кто в модели видит сексуальный объект, вы не художники, вы ни разу не пытались это пышное белое тело создать на холсте или бумаге, иначе вы бы не говорили такую чепуху. Согласен с вами, Марина. Я начала ходить на наброски месяц назад и с нетерпением ждала женщину-модель, думала, грудь перетянет все внимание на себя, какое там. Я даже про нее забыла, пытаясь поймать неуловимость движения женской пластики. Сказала эту мысль мужчинам,
То же самое, не до груди. Там вся энергия перетекает во взгляд, на грифель карандаша. И на форму, конечно же. Ты просто настолько поглощен формой в пространстве, ее пластикой, и изображение объема этой формы в ракурсе дает невероятное удовольствие. Один какой-то художник известный сказал, что для художника главное ракурс. Возьмите себе это на заметку. Попробуйте вроде бы простые портреты, простые какие-то позы, постановки делать ракурсными. Понятно, что модели сложно, но какая получается выразительность, пластика, движение в кадре, в холсте, в композиции. За счет того, что мы пишем движение, рисуем его, научаемся рисовать ракурс, у нас расширяются возможности. Мы можем за счет движения показать идею. Ну и, конечно, Марина, согласен полностью с вами, что все сексуальные центры отключаются, потому что все переходит вот в этот аналитический какой-то одухотворенный пласт, какой-то уровень энергии, когда ты создаешь. Ну и не все можно создать низом. Великие вещи сотворяются верхом. Я имел в виду разумом, сознанием, чем-то таким, что создает произведение искусства. Друзья, на сайте, в школе мы разместили подробное меню, как пользоваться платежной системой PaySend, благодаря которой иностранные коллеги, те, кто покупает мои уроки в онлайн-школе, могут легко пользоваться этой системой. Даже ссылка есть на этот PaySend, у кого его нет. 1,5 евро стоит всего перевод. Все доходит, все работает. Так что пользуйтесь, пожалуйста. То есть с карты на карту, с вашей карты на мою киргизскую карту. Пожалуйста, присылайте, заказывайте, пишите, в конце концов, частные какие-то сообщения. Мы поможем вам с этим справиться. Вообще никаких проблем, очень легко. 10% скидка на все уроки в моей онлайн-школе. Заходите. 1 мая стартует первый класс, первая группа в Гурзуфе. Приезжайте, вдруг вы легки на подъем, и мы с удовольствием поработаем вместе. Наконец-то в полную силу. Писать будем глицинию, будем лодки писать, море, и все такое. Цветущие сады. Игорь Творогов, а мне кажется, наоборот. От реализма надо отходить. Не модно, все говорят. Выбирают в основном поп-арт, арт-хаус, сюрреализм, конечно, мыло, абстракцию, размывку акриловую на холсте, конечно, модернизм, постреализм и импрессионизм. Сколько измов? А вот академический, классический реализм вообще не интересуется и даже не подходят. Игорь, мы же пишем, в конце концов, для себя, для того, чтобы нам было очень хорошо. Дома повесьте свои работы, пусть они, в конце концов, и не очень-то продаются. Но главное, ведь мы реализуем свой потенциал, то, для чего мы созданы. Если мы испытываем счастье, как Коровин говорил, еще раз повторю эту фразу, пишите, даже если у вас не будет денег. Потому что то счастье, которое испытывает художник, не сравнится ни с какими деньгами. Если вы счастливы, когда пишете, именно это замечают зрители. Это счастье струится из ваших работ. А цену не надо задирать высоко, просто адекватно воспринимать согласно рынку, ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Платонов писал свой котлован в стол, без надежды издать. А Булгаков? Да я думаю, вы сами сейчас многих приведете в пример авторов различных художественных произведений, которые работали на полку, в стол. Потому что не могли не делать. Пойдемте работать. Для примера анонс. Друзья, вашему вниманию теперь доступен 24-й урок в моей онлайн-школе
пространство. Я писал его на набережной в Гурзуфе, и вдалеке гора Медведь, потом еще ближние скалы, гора Подзорка, Чеховская бухта, и на переднем плане пирс. В этом видео моя задача была написать и показать вам, как исключить путаницу, которая у многих в головах, как писать пространство, что такое воздушная перспектива, нужно ли сознательно изменять тон на дальних планах в сторону вот дымки какой-то или не нужно. Я предлагаю писать, как вы видите, и показываю, как это делать. Я думаю, что это развеет какие-то сомнения на тему, как писать воздушную перспективу. Мне близка позиция в этом смысле Константина Коровина, который показывал, как это делать. И я следую пониманию живописи мастеров вот такого уровня, как Коровин и другие, Серов, высочайшие мастера, Репин. Внизу холод. Вот наш новый ультрамарин. Внизу холод. Такой сложный. Как всегда, вы видите мотив, причем снятый на видео. Вы видите палитру, что происходит на холсте в реальном времени. Ссылка под видео на школу, и вы там легко определитесь. Вы можете посмотреть любой понравившийся вам урок. Система такая, что они вам будут пожизненно доступны на этом ресурсе. Мне представляется, что ваше развитие будет связано с тем, что вы посмотрели. Это очень важно посмотреть, как это делается. Вот лучше 100 раз увидеть, чем 1 раз услышать. Посмотреть и писать подобные мотивы и присылайте мне на разбор. Удачи!